чего должно начинаться нормальное утро? Конечно, с кофе. Вот. Оно закончилось. Что дальше делать? Наверное, застелить кровать. Нет, конечно. Собрать носки, которые ты вечером бросил под кровать, и бросить в стирку. Нет, конечно. И с этого всего нельзя начинать утро. Это будет плохое настроение. Вот эти носками заниматься, кровать застилать. Лучше сделать еще одно кофе, обязательно эспрессо. Не забываем, исключительно эспрессо мы пьем. И зайти на парфюмерные сайты и посмотреть, что у нас в корзинке. И, возможно, что-то приобрести. Решил показать вам, что сейчас у меня в виш-листе, да, в одном из сайтов. Я вообще на двух сижу обычно, но вот покажу на одном из них, что есть. И я решил это показать и поочередно рассказать, почему я хотел бы его купить. Думаю, это будет интересно. И посмотрим, куплю ли я какой-то из этих. Первый, который у меня в списке совсем недавно появился, это вот этот Greenwood Disquire 2. Буквально неделю назад потестил. И в космос. То есть он настолько классный на конец весны, начало лета. Советую потестить, советую попробовать и советую, возможно, приобрести. В общем, понравился он мне абсолютно. Я сейчас жду только цены нормально на него. Сейчас он актуально стоит 30 мл 35. Ну вот если бы 35 стоило 50 мл, я бы его взял. Поэтому я жду. Я всегда жду. Я не тороплюсь никогда с покупками вообще. Дальше, что у меня еще есть? Это Libre Orange Dangerous Complicity. И единственное, если цена будет ниже, чем 65 евро, я его куплю. Вслепую даже. Я почти все LD перепробовал. Мне, наверное, кроме 2-3 только не нравятся ароматы. Masoni Wave. Это клон на Chanel Allurum Sport, и Chanel Allurum Sport начал мне потихоньку больше и больше нравиться. Я понял, что на весну, в принципе, вкусно меняется, я понял, что на весну, в принципе, он неплохой аромат. Сейчас его вообще в магазине нет, но вот здесь была старая цена 100 мл 36 евро, примерно столько я бы и отдал. 30-50 мл я не вижу смысла покупать, а вот 100 мл за 30 евро я бы взял. Armaf Aura Fresh. Это клон Versace Eau Fresh, но еще лучше, как говорят, и шлейфовее, как говорят, и так далее. Чисто по приколу хотел купить. Он когда-то стоил 17 евро, я его не купил. Я не знаю, он у меня болтается здесь. Может куплю, может не куплю. Не знаю, что-то мне подсказывает, что скорее всего его не куплю. Armaf Ventana Pour Homme. Это клон Dior Sauvage. И мы убираем его из корзины. Я не знаю, что он здесь делает. Лалик конь, этот Экюс. 30,90 дорого. Он стоил 21. Я помню, когда-то было 21. Будет стоить 20. Я его вслепую, скорее всего, возьму. Латафа, у меня парочку здесь висят, но что-то я вообще не хочу никакой латафы покупать, не знаю почему. У меня тут висит Абиат Лезер, не хочу. Джази висит у меня, и Amber Al Oud, Intense Oud. В общем, не хочу я эти все ароматы. Дальше у меня этот Libre de Orange. Сейчас он 63, со скидкой стоит 56. Один раз он стоил, поэтому я жду этой цены. Возьму скорее его. Скорее всего возьму. Дальше. Trussardi Mailand. Попробуйте. Это классный, реально классный аромат на весну. Что у нас тут написано в описании? Мандарин, бергамот, лаванда, кожа, ветивер, кашмиран, или как, что там было написано? Ну, короче, неважно. Он стоил 18 евро один раз за 50 мл. Жду опять этой цены. Будет, куплю. Zadig This Is Love for Him, Пурлой. Я его убираю из корзины. Слишком сладкий для меня. Слишком сладкий для меня, и я его убираю из этой корзины. Club de Nuit Silage. Пусть пока повисит. Хотя вот нет, убираем. Он нам не нужен больше. Givenchy Society. Это новый. От линейки Джентльмен. Вчера перетестил. Убираем. Он мне не нравится. Я его повесил. Потом Dunhill Icon. Он дорогой стал, зараза. Когда-то, когда я его ложил в корзину, средняя стоимость на него была $40. Сейчас она под 70 уходит. Они с ума сходят. Это кто-то распиарил, знаете, и они начинают рисовать цены. Afnan Turati Blue Homme. Это клон на Bleu de Chanel. Не знаю, что он делает у меня в этой подборке. Мы его убираем.
Mahir Black Edition Латафа. Подумаю еще. Miller Harris De Tabac. Попробовал мимо. Крит Буа ду Португаль, это, наверное, единственный аромат, который мне нравится от Крита, я не знаю. Он супер винтажный. Он такой прям винтажный. Но у меня с ним связаны такие воспоминания, поэтому, возможно, я хочу этот аромат взять. Я его нанес как-то на блотер, и где-то я гулял, где-то в Италии, я уже не помню. И в какой-то момент мы что-то сели, и я его достал, этот блотер, и подумал, блин, какой охренительный аромат. Особенно, когда температура вот в диапазоне 20-30 градусов. Atkinson British Heritage Pouch on the Green. Прошлым летом была распродажа Atkinson. И почти все они стоили в районе 60-70 евро. Там даже, по-моему, за 50 был какой-то один. И я ни один не купил. Позорище. Сейчас они стоят, конечно, там 150, 160, 130, или как что хотите есть. Дальше какие-то латафы у меня тут висят. Потом You or Someone Like You. Охренительнейший аромат на лето. Если словите хорошую цену, советую приобрести. Можете даже спокойно вслепую приобретать. Это свежайший, шикарнейший аромат. Он с мятой, он с цитрусами, мускус. Это реально охрененный аромат просто. Потом у меня любимый бренд мой. Это Histoire de Parfum Noir Patchouli. Сейчас стоит 75, когда-то стоили 61. Ждут цены. Турандот. Это, кстати, насколько я знаю, это, по-моему, лимитированная какая-то история. Ну и он все время его нету, его никогда нету в корзине. Его нет никогда в продаже. 1876, не знаю, зачем я поставил. Дальше у меня идут Armaf парфум и парфам, я не знаю, что-то мне подумалось, может взять какой-то парфам чисто потестить, потому что у меня когда-то был от Левант парфам, и он мне понравился. Эсцентрик молекула у меня висит, у меня цена не устраивает. Султан Ветивер 180, там какой-то скидкой. Дело в том, что один раз он стоил 90 евро, и я его не взял. Тогда была скидка большая. Аль-Харамейн Golden Edition, перехотел я его, убираем отсюда мы. Gold Edition Extreme убираем, он перехотел. Вообще все эти что-то Аль-Харамейны перехотел. Нишане Колонайз. Я скажу вам, в субботу или воскресенье я забираю 2 от Леванта. Там будет 2 нишаны. Будет Колонайз и там еще один парфюм будет. И вот я поразношу Колонайз. Я его носил. Блин, он, по-моему, он классный. Но я в тот день, когда я его носил, я столько много перепробовал разных, что я сейчас заказал себе 10 мл Колонайза. Нишане, он тамам. Короче, я в свое время дофига всяких нишане подобавлял. И вот этот Эгейр, он посвящен Эгейскому морю. Сейчас стоит 174, по-моему, 120, по-моему, самое дешевое, что я видел. И, наверное, за эту цену надо будет его и брать. Это реально аромат моря. Вот через аромат, знаете, про что этот аромат? Про морской ветер. Вот когда оно что-то нишевое и что-то дорогое, конечно, там можно подискутировать и какими-то эпитетами все это поукрашать, да? Кофе закончилось, эпитетов становится все меньше. Это аромат про морской воздух. Упс, что-то упало. Это аромат про морской воздух. Советую, кайф. Хачеват хочу купить, чтобы понять, ошибаюсь я в нем или нет. Он сейчас стоит за 100 мл 160 евро. Фиг его знает. Вот я с первого раза он мне не зашел. Я подумал, окей, это Крит, наверное. Это, наверное, как Крит Авентус. Потом понял, что он более какой-то хвойный, более зеленый. Ну, зеленый, наверное, неправильное слово, более хвойный, чем Крит. И стойкость у него там больше суток. Ну, не знаю, может быть возьму, реально, может быть возьму. Ну и потом, да, у меня этот Libre Orange Fat Electrician, Rassasi, Al Yuquam, как он там называется. Зебра, это не зебра, а Rassasi. Леопард, в общем, это такие же. Гринли убираем. Парфам de Marly Гринли не стоит своих денег. Седли стоит своих денег, зараза. Ну что ты такой дорогой? Давай чуть-чуть подешевле и флакон чуть побольше. Классный аромат. Он такой нишевого люкса. Вот я понял, что есть такое
надо думать, что есть такое направление парфюмерное нишево-люксово. Оно вроде нишевое, но звучит немного как люксовое. Но вот в этой комбинации что-то есть такое, которое притягивает, комплементарно всем. Комплементарно всем и людям вокруг в том числе комплементарно, потому что это, в принципе, тоже страшно. Если ты одеваешь какой-то парфюм, ты говоришь, это ниша, и вы не понимаете, а все вокруг падают. Уйди мне отсюда, чтобы мы тебя не видели, потому что ты сегодня вот эта ниша. Понимаете? Boys Classic сейчас 109 евро. 80 евро один раз была цена. Ждем. Дальше Histoire de Parfum 1740. Histoire de Parfum Hemingway. В общем, и так. У меня просто накидано тут очень много. Vetiver Ambrata Boys 1920. Тоже 80 евро один раз стоил. Не купил. Франк Бакле табака не знаю, уберу, не хочу. Нишане B612 мимо, что-то перетестил, не понравилось. Орто Паризи, вот это, придумали название, которое невозможно прочитать. Коюм. Хочу и рано или поздно куплю. Орто Паризи Тирони под вопросом, ну пусть поболтается здесь. Потом какие-то афнанчики у меня тут. Женские какие-то, очень много, видите, женского. И, в общем, в принципе, больше мне ничего интересного нет. Потом у меня есть подборка из Назамата. Ну, цены в этом году на Назамата выросли зашкально. Хотя вот есть абсент за 96 евро, но я извиняюсь. Где там у меня Black Afghan, где-то болтался. 120. 97. Вот была цена на него 90-97 очень долгое время. Потом Дуро, Бламаш, оно сейчас скидка какая-то 15% на них. Ну, 100 евро они все стоят. Не знаю. Не, ну, наверное, это реально их цена. Это я себе нафантазировал, напридумывал, что оно должно стоить копейки. Это нормально. Это склонно моему характеру. Афнан Трибьют, не знаю, что он здесь делает. Виктор Рольф Spice Bomb, может быть, на эту зиму куплю. Я все время, возможно, не куплю, я все время, когда Spice Bomb эти от Леванты. И мне хватает. Ателье Колони разные, которые все выкуплены, больше их нет, но скоро завезут, не проблема. Это от Libre Orange, Givenchy. Афнан Rare Carbon убираем, больше не хочется мне его, это клон на Ombre Laser. Ну и такое, Саваши. Спасибо, что я зашел посмотреть, что у меня здесь происходит. Я поудаляю хотя бы. Тут куча у меня бардака накопилась. Лари Конкер Нуар Экстрем не надо мне больше. Ну вот и все. Вот такой вот у меня виш-лист. Пишите, какие у вас хотелки в ближайшее время. Пишите, какой аромат вы в ближайшее время купили. Мне интересно, я с удовольствием почитаю. Всем хорошего дня.